Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на ремонте фен для укладки волос Styler Y1-1. К сожалению, бренд не указан. Клиент заявляет, что он перестал включаться. Проверяем. Так и есть. Будем разбирать. Снимаем задний фильтр. На магнитиках держится. Здесь смотрим ни одного винтика. Скорее всего, задняя часть на защелках. Применяем небольшое усилие. И открывается задняя часть. Здесь смотрим, сразу у нас электронный модуль, электронная плата. Она закреплена. Вот смотрим защелки. Одна, к сожалению, разрушилась, так что при собирании придется ее уже фиксировать на клей. Проверяем, прозваниваем от шнура до платы, сохранность шнура. И будем скрывать. К сожалению, у нас крышку можно снять, только сняв вот это вот покрытие. Из искусственной кожи. С уголка все это снимаем. Давайте, чтоб легче было, будем клей прогревать феном. Устанавливаем на 100 градусов. И смотрим отслаивание покрытия кожаного. У нас стало происходить легче. Не знаю, зачем они так сделали. Такая разработка, дизайн. В последнее время всю технику делают на неремонтном пригодность, поэтому замуровывают как можно более возможно. Не заинтересован производитель, чтобы его технику ремонтировали. Заинтересован, что он покупал бы их продукцию как можно чаще. Дошли до шва. Немножко по нему проходимся тонким концом лезвия. С одной стороны и с другой. Поддеваем с одного конца ножичком и срываем защелки. Так, отскочила у нас кнопка. Кнопка переключения фиксации насадок. И вот так он у нас выглядит изнутри. Двигатель бесщеточный. Плата на двух винтиках. Откручиваем, вытаскиваем двигатель. Производим визуальный осмотр на предмет подгораний возможных, обрывов. Отпаиваем кабель питания. Отсоединяем двигатель, чтобы удобнее было работать. Стороночку. И осматриваем плату. Вот так вот выглядит у нас электронный модуль крупным планом. Давайте прозвоним нагревательный элемент на предмет обрыва термопредохранителей. 1 накал у нас 75 Ом. И вот во время измерения нечаянно коснулись дросселя, и он у нас вообще отвалился. Так что будем менять дроссель. Заказали с Алиэкспресса вот такие вот дросселя
102 это означает 1000 микрогенри. Установили, собираем обратно. И включаем. Все, фен включился. Какой у нас вывод? Девушка, пользователь, скорее всего, роняла часто фен на пол каким-то образом. И вот эти дроссели, они от ударов часто лопаются. Таким образом он лопнул. Произошел обрыв провода, и подача питания на остальной раздел электронного модуля прекратился. Устанавливаем заднюю часть. Еще раз проверяем. И последняя процедура у нас будет это заклейка. Будем клеить клеем B7000 и выдавать клиенту. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всего хорошего. До новых встреч.